Привет, друзья! Снова с вами я, Мэри, уроки пошива, раскроя, моделирования одежды. Сегодня у нас урок, как быстро и легко сшить платье-рубашку, которое сейчас на мне. Вы видели у нас на фотографии в готовом варианте это платье. И вы видите, что стиль рубашки в нем полностью придержан этот стиль. И раз стиль рубашки придержан, мы хотим сделать его с воротничком. Давайте сейчас раскроим с вами быстренько воротничок. Воротничок будет отложной, тоже как бы, чтобы подчеркнуть стиль рубашки. Чтобы раскроить воротничок, я хочу промерить, насколько глубоко он будет спускаться в горловину. Вот я хочу, чтобы он спустился по горловинке на 30 сантиметров. Он будет такой отложной, немножко в небрежной, такой вот в небрежном стиле, небрежная классика, скажем так, рубашечная. 30 сантиметров, это половинка воротника. По горловине у нас 30 сантиметров, половинка воротника. Вот я сложила ткань в 4 слоя. 4 раза ткань сложила. Я отсюда вырезала кушак. Как сшить кушак правильно и быстро, легко, смотрите в предыдущем видео, нажимайте на колокольчик. Вот у нас рубашка будет в клеточку, в черную, и также будет у нас отделочка черная на рубашке. Вот я сложила в 4 раза ткань. Вот я провела прямую линию. Я хочу, чтобы центр был прямой на воротничке, а уголочки остренькие вот такие на отложном воротничке, как у рубашки в стиле ретро 70-х годов, скажем так. Также вот здесь, значит, у нас будут уголки воротника, а это будет центр воротника. Вырезаем. По центру я отложила 10-11 сантиметров. 11 сантиметров. По полсантиметра с каждой стороны на шов. В готовом варианте будет 10 сантиметров. Вы можете отложить, как вам нравится. Больше, меньше, шире, уже. Это уже от вашего желания будет зависеть. Воротничок я тоже на 30 сантиметров по горловине опустилась. Вы сделаете, как это нравится вам. Опуститесь, насколько хотите, ниже. Значит, вот этой частью будет пришиваться к горловине. По центру ставлю обязательно надсечку. Тут. По центру тут надсечку. Когда будем пришивать, насечку с надсечкой соединим и вот таким образом пришьем. Для того, чтобы по спинке, по горлышку вошел воротничок, просто вот таким движением делаем небольшую выемку. Я делаю это произвольно. Вы можете сделать это на ширине горловинки по спинке и сантиметр выемку. Все, воротничок готов. Едем дальше. Вот у меня запах. Она у нас будет рубашка без застежки, просто на запах и под кушак. Вот я вырезала сразу заранее за кадром 2 полоски шириной 14 сантиметров. По сантиметру с каждой стороны уйдет на шов. Значит, в итоге планочка спереди будет у нас вот такая 6 сантиметров на запахе. С 2 сторон. Вырезала я еще одну полоску шириной 8 сантиметров. Также по сантиметру всегда закладываю все на шов. И, значит, в чистом виде останется полоска у нас 6 сантиметров. Я хочу сделать погончики. Вот таким образом. Сейчас вырежу. Опять-таки все это, чтобы подчеркнуть стиль рубашки. Платье, рубашка. Все, чтобы подчеркнуть стиль рубашки, мы делаем. Вот у меня ткань была в 4 раза сложена. Вырезали кругленький погончик сюда. Разрезаю. 2 погончика у нас. Вот таких. Вошьется. Сейчас вот так по контуру сострочу погончики, выверну. Также по контуру, по наружному, сострочу воротничок, выверну. И пришьем их к изделию. Соединили вместе воротничок 2 детали, соединили вместе погончики 2 детали. Сейчас сверху отстрочим. Вот у нас готовые 2 детальки погончиков. Длину, ребят, погончика можете сделать любую, какая вам нравится и насколько вам позволяет ткань. Но мне захотелось сделать такую. Значит, прикрепляем к плечевому шву посерединке. К горловине, к плечевому шву посерединке прикрепляем. И вошьем погончики наши.
вместе с воротничком. Можете приметать, кому сложно, сразу под машинку. Я просто прикрепила, чтобы вам было видно. Также, видите, у меня в этот раз заборчик вот ровно навстык, чтобы и с этой стороны было лицо, и с этой стороны было лицо, если захочет клиентка, например, вот так вот поднять воротничок. Дальше соединяем центр воротничка. Вот таким образом. И тоже вшиваем в горловинку, начиная от центра в обе стороны, вместе с погончиками. Сейчас сошьем. Вот у нас еще две полоски остались, которые мы вырезали шириной 14 сантиметров. Мы соединим по центру их. На машинке соединим по центру. И начиная с центра в обе стороны, с центра горловинки начиная, свернув их пополам предварительно вот таким образом, лицо с лицом, начнем пришивать до конца всего нашего изделия. Вот таким образом пришьем до конца, до самого. Вот таким образом пришьем. Это будет у нас обработан край запаха нашей рубашки. Пришьем сюда, пристрочим, вывернем, отстрочим. И будет у нас такая планка, чтобы полностью нам сохранить стиль рубашечки. Ну, все, сейчас пришьем, покажем вам готовый вариант. Вот мы пришили все вместе. Сначала пристрочили воротничок с погончиками, потом вокруг, сначала я сложила эту полоску, отстрочила край на сантиметр, потом пристрочила ее к самому изделию, вот таким образом. Вот так. Вот. Сейчас я сверху хочу дать вот здесь строчку черную для фиксации, ну и для отделки. И заодно мы таким образом закрепим воротничок с погончиками еще раз. По кругу сейчас дам эту строчку и покажем дальше, что получится. Отстрочили сверху оба запаха с двух сторон. Потом поутюжить все это нужно. Я не буду тратить на это время, вы это уже сами все сделаете. И у меня вот такая вот идея, задумка у девочки, которой мы шьем эту рубашку, хочет сделать глубокие разрезы. Ну вот практически до талии. Она будет носить же эту вещь сверху, так как ткань очень тонкая, вы видите, да? Тонкая и немножко тут тоненькая такая ниточка люрекс. Она в принципе спорт, а с другой стороны и в принципе такая вот элегантная получается вещь. Вот они у нас разрезы. Я сделала разрезы высотой 35 сантиметров. Вы можете сделать какие хотите. Хотите маленькие, хотите средние, хотите высокие. Можете вообще не делать разрезы. Это все от вашего желания. Фантазируйте, девочки, буду рада. Сейчас обработаем разрезы. Как обрабатывать разрезы я уже показывала вам в предыдущих видео. Обработаем, подошьем низ. Все у нас готово. Останется только подшить низ рукавчика. Низ рукавчика тоже обработаем ножницами зигзаг и подогнем. Вот такая у нас вышла рубашечка. Платье-рубашечка с разрезами по бокам, ну практически не доходя немножечко до талии, так как это у нас спущенный все-таки рукав рубашечный. Рубашечный рукав, спущенная пройма. Вот такая планочка на застежке у нас получилась по бокам. Она будет просто навстык, потому что мы будем подпоясывать ее кушаком. Вот таким образом. Как шить кушак, смотрите в предыдущих видео. Я подробненько показала за 5 минут, как можно шить пояс кушак. Мы его будем подпоясывать вот так. Вы можете, девочки, носить его не только с кушаком, это изделие, но и с кожаным поясом, замшевым, с резиновым, вообще без пояса. Как кардиган, тоже будет красиво. Эта планочка у нас переходит до самого конца, до горловинки. И играет функцию второго воротника. У нас, в принципе, здесь отложной воротничок, видите? Он отложной, но он как бы двойной в то же время, потому что планка у нас как раз
такая вот, как дополнительная деталь. Мало того, что она для обработки у нас края служит, но еще она служит у нас как вторым воротничком двойным. Вот они, наши погончики. Вот они у нас по плечику. Как раз вот длиной я их вырезала до шва на спущенном плечике. Вы можете вырезать любой длины. Можно сделать вообще погончик от этого шва горловинки, развернуть его в обратную сторону. Мне захотелось так. Подшитый рукавчик, все красиво, все хорошо, стильненько. Можно носить на джинсы, на лосины, сверху сарафанчика, платьица, топика и так далее. Вот такую вещичку очень быстро, просто и легко можно сшить. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки, пишите ваши заявочки, чтобы вы хотели увидеть в наших уроках, какие темы хотите, чтобы мы вам показали. Наш канал начал работать в условиях карантина, коронавируса. И мы вот в таких условиях, имея в закромах Родины некие ткани, начали для вас делать эти уроки, снимать. Ну, учитесь шить и кроить у нас. Кроме того, на нашем канале можете еще смотреть клипы мои, авторских моих песен, слушать стихи и слушать мои песни. Все от души и для души. Так как чувствую я, чувствуют многие из вас. Пока. Обнимаю всех. Ваша Мэри.